Всем привет! Я решил на днях немного помоделировать, а заодно разобраться с шестеренками. После покупки 3D принтера моделировать стало интереснее. Хотелось сделать какой-нибудь полезный механизм с шестеренками, и в итоге я решил сделать устройство для плетения веревок. Механизм этого устройства — это вовсе не открытие. Такие приспособления начали делать уже очень давно. У одного моего родственника даже был такой механизм, и я когда-то видел, как он работает. Я хотел сделать такой механизм, которым можно будет пользоваться, а не просто какую-то игрушку. Пластик о пластик трется довольно сильно, а мне бы хотелось, чтобы это все вращалось легко, практически без сопротивления. Поэтому изготовление механизма начал с выбора подшипников. По-моему, на 3D принтере вполне можно сделать некоторые годные приспособления, если в них добавить немного качественных деталей. На рынке существует большой ассортимент всевозможных подшипников. Мне бы хотелось найти нечто универсальное, что-то такое, чем будет удобно пользоваться в большинстве случаев, чтобы можно было закупиться впрок и потом использовать для различных моделей. По моему скромному мнению, такими подшипниками являются MR148ZZ. Это подшипники с внутренним диаметром 8 мм, внешним 14 мм и шириной обоймы 4 мм. Дело в том, что самый популярный диаметр резьбовых упорных шпилек в 3D принтерах 8 мм. Такой же диаметр и у осей многих 3D принтеров. А это значит, что для таких подшипников можно будет купить оси и резьбовые шпильки, которые в свою очередь тоже будут популярны. Пластик — это мягкий материал, и делать ось очень тонкую не стоит, иначе ее можно будет легко свернуть или сломать. Поэтому подшипники с внутренним диаметром 8 мне показались наиболее привлекательными. Дальше проще. В пластиковых моделях подшипники не будут испытывать большие нагрузки. Значит, внешний диаметр можно брать поменьше, чтобы модель получилась покомпактнее. Ширину обоймы, наоборот, побольше. Так подшипники будут меньше люфтить. Лучше будет, если шарики будут закрыты и защищены от пыли. Тогда получается, что из популярных и недорогих подшипников, которые продаются на AliExpress, подходят подшипники MR148ZZ. Думаю, именно они должны быть наиболее востребованы в 3D-печати различных механизмов. В 2021 году они мне обошлись примерно по 20 рублей за штуку. Вот так выглядит модель на срезе. Красным обозначены подшипники, они расположены посередине шестеренок в одной плоскости. Шестеренки моделировал тщательно, с использованием узкоспециализированного софта. Форма зуба этих шестеренок — это настоящая эвольвента. Я прочитал, что об этом пишут на различных форумах и статьях. Как оказывается, люди до сих пор ведут дискуссии о форме шестерней. И есть большая разница, какой именно формы будет зуб шестеренки. Если форму зуба сделать эвольвентой, то вращение будет происходить без ударов и с минимальным трением. За счет того, что в любом положении шестеренки сила будет направлена под одним и тем же углом, а точка ее приложения будет перемещаться по зубу. Это увеличит ресурс шестеренки и сделает вращение шестерней легче, без ударов и лишнего трения. На этом, пожалуй, хватит лирических отступлений. Приступлю к печати. В конструкции есть большие детали. Основной корпус довольно большой. Это хорошо. Веревки должны быть расположены подальше друг от друга. Иначе при скручивании они будут преждевременно переплетаться и путаться. Корпус буду печатать с заполнением 50%. Оси, на которые надеваются подшипники, сделаны отдельными деталями. На это есть несколько причин. Одна из них в том, что лучше распечатать их с заполнением 100%. Вторая в том, что из-за дефектов печати подшипники на них могут надеться слишком легко. Здесь важны десятые доли миллиметра, и перепечатывать весь корпус заново из-за этого мне не хочется. Приступлю к сборке. Диаметр осей я сделал на 0,2 больше посадочного диаметра подшипника. Их нужно немного подточить надфилем, чтобы подшипник начал надеваться, но с большим усилием. Если что, всегда можно распечатать еще одну такую деталь. Она очень маленькая и печатается быстро. Запрессовываю подшипники, они надеваются с ощутимым усилием. Первое испытание. И правда, крутится очень легко, выглядит обнадеживающе.
Теперь нужно сделать крючки. Их можно сделать и из скрепок, но я буду использовать вязальную проволоку. Она толще и должна быть практичнее. Попробую плести веревку. Для начала возьму веревку покороче и соберу все на столе, чтобы было все хорошо видно. Это буквально моя первая попытка сплести веревку на подобном устройстве. Крючок привязал к опоре через резинку. В процессе скручивания веревка становится короче. Резинка натягивается. Начал крутить не в ту сторону. Нужно крутить так, чтобы отдельные нити закручивались туже, а не расплетались. Получилась красивая, но очень короткая веревка. Попробую еще раз с цветными нитками. Становится понятно, что нужен вертлюг. Купил небольшой вертлюжок в магазине для рыболовов и немного модифицировал крючок. Попробую повторить это с веревкой подлиннее.
Также сделал гребень, похожий на солнце. Он должен помочь удерживать нитки от досрочного скручивания. Длинную веревку удобнее делать вдвоем. Один человек крутит ручку, а второй продвигает гребень. В процессе нужно контролировать, чтобы отдельные нитки укладывались в одном и том же порядке, не меняясь местами в процессе скручивания. То же самое повторил для цветных ниток. В итоге у меня получилось около 2 метров плетеной веревки из длинного шпагата и цветных нитей. Веревка из нити получилась очень симпатичная. На ней видно, что плетение равномерное, виток к витку. Попробую крутить колесо этого устройства шуруповертом в режиме сверления. Интересно, развалится эта конструкция или нет. При плетении веревки так быстро ее крутить не стоит. На такой скорости она точно запутается. Лучше включить хотя бы режим закручивания. Ничего не развалилось. Я тут еще практиковался за кадром, и один раз у меня нити изменили свой порядок где-то посередине веревки. А я это заметил только после того, как снял веревку и завязал ее концы. Проблема решилась достаточно легко. Между нитями нужно вставить проволочку, например, из разогнутых скрепок. Протащить эту проволочку по всей веревке, и тогда нити сами встанут в нужном порядке. А так вообще за этим нужно следить в процессе первоначального скручивания. В корпус этого механизма можно вставить разное число шестеренок. В принципе, можно поставить и 12 шестеренок для плетения из 12 нитей, и они все будут крутиться и не будут мешать друг другу. Но, по-моему, наиболее интересные числа это 3 и 4, а 12 как раз делится на 3 и на 4. Сделав 12 отверстий в корпусе, я также сэкономил пылопластик. В этом механизме есть много вырезов разной формы. Они сделаны не только в эстетических целях, но и в целях экономии пылопластика. Считаю, что механизм получился довольно удачным, вполне сгодится для небольшого домашнего хобби. Если механизм пользоваться аккуратно, то прочности пластика будет достаточно. Я потратил совсем немного времени, взял первые попавшиеся под руку нитки, и у меня получилась вполне симпатичная фенечка длиной почти 2 метра. После того, как я собрал эту конструкцию, у меня появились идеи о том, как можно сделать ее еще лучше. Видимо, в интернет я выложу уже доработанную модель. Мне будет проще переставлять шестеренки вместе с крючками между отверстиями. Полезные ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Если это видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Можете запостить его куда-нибудь в социальную сеть или на форум. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание, ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.